Прямо сейчас в российских медиа разворачивается скандал, связанный с операцией «Поток», известной также как операция «Труба». Началось все с постов в Z-телеграме, теперь же скандал докатился и до федеральных телеканалов. Напомню, весной этого года в ходе боев в Курской области сотни российских солдат проникли в магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Их задачей было в течение нескольких суток преодолеть почти 16 километров по подземной трубе диаметром в 142 сантиметра и выйти в тыл ВСУ. Власти сформировали вокруг этой операции целый культ, несмотря на споры о ее целесообразности и практических результатах. В Курске появился памятник трубе. В Екатеринбурге жителям города предложили самостоятельно пролезть через 16-метровую трубу. Причем установили ее у храма на Крови, на месте расстрела царской семьи. Трубе посвящены документальные фильмы и выставки. Певица Виктория Цыганова представила песню «Труба», где дважды звучит угроза «Мы к вам придем из-под земли». А припев там такой: «Труба — это русское слово, труба — это значит труба». И вот спустя несколько месяцев все оборачивается скандалом. В пылу поклонения трубе власть позабыла о людях, которые оставили в ней свое здоровье. Скандал разгорелся после серии разоблачительных постов Анастасии Кашеваровой. В последнее время мы довольно часто ее упоминаем, так что есть смысл сначала сказать пару слов о ней самой. Это телеведущая, Z-блогер и соучредитель общественной организации «Женский фронт». Сейчас она работает на телеканале «Соловьев Лайв». Ее риторика вполне соответствует соловьевским стандартам. Гремучая смесь милитаризма и шовинизма. Чем нас, к сожалению, теперь не удивить. Поразительно другое. Не по форме, но по сути, медийная деятельность телеведущей давно и последовательно разоблачает происходящее на путинской войне. Муж Кашеваровой, по ее словам, воюет, что для телепропагандистов не характерно. Они в основном оберегают свои семьи от соприкосновения с так называемой СВО. И, видимо, у Кашеваровой есть личный мотив подсвечивать проблемы российской армии. Разумеется, не чтобы прекратить бессмысленную войну, а чтобы добиться исправления недостатков и выпрямления перегибов ради достижения великой победы над ненавистной Украиной. Но, как это бывает с подобными спикерами, телеведущая не замечает своего антивоенного активизма. Хотя именно она стала документировать случаи, когда российская армия шлет в бой тяжело раненых и инвалидов, буквально на костылях и с аппаратами Елизарова. Ей удалось доказать, что явление, в которое так-то нормальному человеку поверить почти невозможно, действительно существует. И носит массовый характер. После ее постов о подобном стали рассказывать и другие Z-авторы. Сама телеведущая при этом уверяет, бесчеловечная практика добивания раненых в штурмах возникла исключительно из-за бюрократических проволочек. Дескать, это не армия такая, просто нормативные документы надо подправить. Кашеварова признает, мол, да, проблемы есть. Командиры вымогают деньги и убивают подчиненных, новобранцы пропадают без вести в течение 2-4 недель после подписания контракта. Убитых не собирают месяцами и годами, транспорта нет, экипировки тоже нет. При жизни военнослужащие не могут добиться положенных выплат, зато так называемые черные вдовы, которые выходят замуж за солдат, успевают по несколько раз получить гробовые. Но все это, конечно, происходит не из-за того, что у нас бессмысленная война развязана Путиным. Ни за что и ни зачем. А из-за пробелов в законодательстве и неупорядоченных бюрократических процедур. Вот сейчас мы все исправим, смажем военную машину, и она как быстро довезет нас до Киева. Кашеварову на 4-м году войны не оставляет оптимизм. У нас правовое, говорит, государство. На Украине я бы уже в подвале СБУ сидела. Да, иной раз через резонанс, но всегда можно решить проблему в правовом поле и в конструктиве. Очень верю, что решится все. Так вот, в рамках решения проблем в конструктиве и правовом поле Кашеварова подняла целую информационную волну на тему судьбы участников операции «Труба». Событие канонизировано пропагандой. Газопроводная труба стала элементом культа, а про людей, которые надышались в ней метаном и сожгли себе легкие, как-то все позабыли. Первый пост был опубликован 26 июня. 100 000 рублей компенсации за рак легких и никаких наград.
В больницах Курска бойцам ставили диагноз «острый бронхит средней степени тяжести». Кинули, как собакам, 100 тысяч рублей, а у части бойцов уже этот псевдобронхит перешел в рак легких и в тромбоэмболию. Сразу скажу, что утверждение про молниеносно развившийся рак легких звучит сомнительно. А вот про тромбоэмболию нет. Но посмотрим продолжение поста. Все, кто был в трубе, получили поражение легких. Бойцы задыхались. Кто-то уже погиб. Но самое тут обидное для нее, что их заболевание либо не классифицируется как военная травма, либо не классифицируется как тяжелое. И выплаты им не положены. При этом они все обречены и получили серьезное поражение легких. Но выплаты не положены и по факту гибели, так как скончались они тоже не от боевой травмы, а от рака легких или от тромбоэмболии легочной артерии. Ну или, как изначально ставили в больнице, от острого бронхита. Далее Кашеварова рвет и мечет на тему того, что почти никто из этих людей не получил государственных наград. И обвиняет каких-то абстрактных генералов в том, что они заняли позицию «я вас туда не посылал». Телеведущую поддержал один из крупнейших Z-блогеров Юрий Подоляка. Но затем, видимо, ему что надо, куда надо вставили, и он в своем телеграм-канале на 3 с лишним миллиона подписчиков на основании некого своего расследования дал опровержение. Во-первых, никому диагноз конкретно рак легких не поставили. Ну и, очевидно, так оно и есть. Во-вторых, все бойцы, по словам Подоляки, получили медицинскую помощь. Хотя Кашеварова и не утверждала, что они медпомощи не получали. Она писала, что солдат кинули с выплатами. Чего Подоляка не опровергает. Затем в этом и следующем посте военблогер сводит все к спору об орденах и медалях. Какова реальная пропорция между награжденными и ненагражденными. На следующий день Кашеварова ему оппонирует. Она пишет, что с точки зрения военной бюрократии нет никакой причинно-следственной связи между участием в боевых действиях и приобретенных на фронте заболеваний. По ее словам, не то что поражение внутренних органов, но даже окопная стопа не признается боевой травмой. Хотя само название патологии указывает на ее происхождение. Однако никаких выплат за нее не положено. Боец как бы сам заболел, война тут ни при чем. Но, разумеется, по словам Кашеваровой, тут нет никакой злонамеренной политики государства. Все дело в несовершенстве нормативно-правовой базы просто. В постскриптуме автор добавляет: «Президент слышит нас всех! Вместе, говорит, победим!» В одном из дальнейших постов Кашеварова приводит отклик пострадавшим. Он оспаривает утверждение, будто военным выдали 100 тысяч рублей. Вообще-то, пишет солдат, никому и 100 тысяч не дали. Затем он в подробностях описывает свое состояние здоровья. В настоящее время я нахожусь на Курском направлении. У меня плохое самочувствие. После 100 метров начинаются сильные затруднения с дыханием, дышу как пароход. Не хватает воздуха, и я вынужден глубоко вдыхать, что вызывает боль в левом боку. Также регулярно беспокоят головные боли, а при значительной утомляемости наблюдается потемнение в глазах. Фактически это инвалидность и нетрудоспособность. Тут бы стоило задаться вопросом, что же он тогда делает на Курском направлении? Почему не комиссован и не направлен на реабилитацию? Причем такого вопроса стоило бы ожидать как раз от Кашеваровой, учитывая ее прошлое разоблачение. Но лимит на правдорубство, видимо, был исчерпан, а то недалеко и за Стрелковым-Гиркиным последовать. Несмотря на сглаживание углов, вокруг публикации Кашеваровой возник резонанс. Тема эта, что случается нечасто, дошла до федерального телевидения, Первого канала и России-24. Прозвучала неудобная правда. Участники операции приобрели специфические заболевания легких, с которыми медицина прежде не сталкивалась. Никто ведь раньше не проводил неделю в газопроводе. Синдром потока, назовем его так, оказался тройным ударом по организму. Нефтепродукты как бы обволакивали легочную ткань наших героев. Там же скапливались продукты гальванизации металла, а в конце концов на этом фоне стали развиваться инфекционные пневмонии. И это не считая физического переутомления. Некоторые из наших воинов потеряли в трубе 10 килограммов веса. Оказалось, что как это лечить, не знает никто. Подобные случаи не описаны в литературе. Военным врачам не оставалось ничего, кроме как импровизировать. Однако неудобная правда оказалась каким-то странным образом локализована. В операции «Поток», она же «Труба», участвовали под 1000 военнослужащих, собранных из нескольких разных соединений российской армии, и наемники из ЧВК.
Но в центральных СМИ речь идет исключительно о чеченском спецназе «Ахмат». На Первом канале эту историю комментирует Апти Алауддин, а в сюжете «России-24» фигурирует собственный госпиталь спецназа «Ахмат». И только он. На телевидении стали создавать впечатление, что в операции участвовали одни лишь ахматовцы. Непонятно зачем. Напрашивается лишь идея, что, по мнению телевизионщиков, бойцов Ахмата зрителям будет не так жалко. Тем более, что все они обязательно будут вылечены. Именно это следует из сюжета. Секрет, конечно, мы осуществляем. И сейчас, понятное дело, по телевизору мы не расскажем всю эту систему. Она на самом деле... Все препараты есть. В военно-медицинской практике эти все препараты используются. Просто сочетание их было грамотно подобрано нашим терапевтам и врачом-рентгенологом. В эфире тщательно проговаривается, мол, операция «Труба» была гениальна и войдет в учебник. Что медики совершают одновременно врачебные подвиги и медицинские открытия, которые войдут в литературу. Но ни единого слова про проблему выплат, которая была в постах Кашеваровой центральной. Ведущий в конце лишь сетует, что нельзя сказать, как скоро люди, прошедшие трубу, вернутся в строй. Хотя, как мы помним, есть как минимум один боец, который из строя и не выбывал. Тот самый, который не из спецназа Ахмат, который идти почти не может, но почему-то находится не в больнице, а на Курском направлении, и про него почему-то по телевидению не говорят. Мы совсем недавно говорили о дьявольских приемах федеральных телеканалов. Они любую проблему отрабатывают в эфире так, что в итоге получается не критическое осмысление реальности, а бравурная пропаганда. Зрителю после этих эфиров как бы не захотелось самому полезть в трубу. В недавних видео мы проговаривали факт. Пока идет война, для подавляющего большинства ее участников нет варианта вернуться домой живыми и здоровыми. Я видел, что в комментариях там были опровержения. Мол, по данным администрации президента, с фронта вернулись уже 137 тысяч человек. И не все же они поголовно калеки. Действительно, не все. В течение войны был достаточно продолжительный период, когда после 6 месяцев службы отпускали уголовников, причем даже тех, кто должен был сидеть еще 15-20 лет. Как и прежде, есть некоторые частные и нерегулярные воинские формирования, участники которых служат фиксированный срок на правах наемников. Идут с войны и обратно на войну по своему усмотрению. На особых правах в зону так называемой СВО заходят члены «Единой России», не глубоко и ненадолго. Получают ветеранское удостоверение, награды и возвращаются в свои кабинеты. То есть, помимо инвалидов, с войны приходят весьма специфичные категории граждан – зэки, ЧВКшники и единороссы. Обычные же контрактники и мобилизованные, из которых состоит почти вся российская армия, они пока что все там. И мы пока плохо представляем себе, что думают о войне и как относятся к российским властям люди, пребывающие у Минобороны в бессрочном рабстве. Да, даже в воюющей армии бывают непыльные специальности с умеренным риском для здоровья. На протяжении 2000 километров фронта есть тихие участки. Однако про сотни тысяч россиян можно с уверенностью сказать, они в аду. И ад им устраивает армия их же страны, причем совершенно ни зачем. А политическое руководство не считает этих людей людьми. Доходит до абсурда. Во всей этой истории с операцией в трубе главным героем стала труба. А люди как-то потерялись. Ни имен, ни судеб, ни человеческого отношения. Еще недавно можно было сказать, что противовесом бесчеловечности являются деньги. С человеком, оказавшимся на фронте, система обращается как с мусором. Зато его семья получает много денег. Покупает квартиру и машину, оплачивает учебу детей, впервые в жизни заглядывает в ресторан. Но сейчас и эта лавочка потихоньку прикрывается. Подразделения постепенно переходят на полное самообеспечение. Все, кроме боеприпасов, от еды до автотранспорта, от аптечек до дизельных генераторов, солдаты покупают за свой счет. Из денежного довольствия в 200 тысяч на руки в итоге попадает что-то вроде зарплаты провинциального продавца. Обещанных премий и выплат добиться нереально. А если в части командиры установили поборы, например, плата за неотправку в штурм или плата за эвакуацию в случае ранения, тогда не солдат шлет деньги семье, а родня шлет деньги ему. Залезает в кредиты, чтобы оплатить продление жизни близкому человеку. В 2025 году российская армия знает 101 способ сэкономить на военнослужащих. Вплоть до того, что действующих военных по документам записывают в самовольно оставивших часть.
Де-факто они воюют, но платить им ничего не надо, даже стандартное ежемесячное довольствие. Мне кажется, и я озвучивал такую мысль в одном из интервью, в будущем именно вернувшиеся участники войны могут оказаться самой антивоенно настроенной частью общества и самой оппозиционной к путинской системе. Оставляю за скобками помилованных зэков, ЧВКшников и всяких привилегированных, которых в армии называют мазанными. Я про основную массу военных, которых отправили в бессмысленную войну, которых там каждый день кидают на смерть и еще и кидают с деньгами. Думаю, так же считают и власти. Они не могут сделать эту войну менее кровавой, потому что по-другому воевать не умеют. Не могут не мухлевать с денежными выплатами, иначе им просто денег не хватит. Единственная для них опция – не допустить возвращения озлобленных солдат. Озлобленных не на либералов и иноагентов, а на власть. Смерть, пропажа без вести и тяжелые увечья сотен тысяч россиян для Путина не проблемы. Проблемы будут, когда мужчины, побывавшие за ленточкой, получат возможность отдышаться, собраться с мыслями в тихой обстановке и начнут задавать вопросы. До завтра.